Добрый день, с вами ведьма Аграфена, мой канал Магии и колдовства. Я занимаюсь всеми видами высшей, самой сложной, тяжелой магии. Магия наказания, магия откупа от дурной судьбы, от смерти, от болезни, замужество, любовная магия, деньги, победа над конкурентами, соперниками, порчи. Также меня можно найти в Инстаграме, в Ютуб канале, здесь и в Телеграм-канале, где я публикую закрытые материалы, не проходящие цензуру в других местах. Сегодня у меня гадание на неделю, 5, 6, 12 июня. Помним, что каждое утро мы просыпаемся, поскольку Солнце руководит нашим дневным ритмом. Также астрологические аспекты каждому знаку зодиака несут какие-то влияния. Помню, что они не фатальны, но тем не менее мы к ним прислушиваемся, мы от них зависим. Итак, давайте посмотрим, что у нас первая половина знаков зодиака, 6-12 июня, чего ждет, с чем входит, как влияет на рыбы. У рыб прекрасное время, наверное, каких-то любовных знакомств, вы окружены вниманием противоположного пола, у вас есть выбор. Также это прекрасные отношения в паре, какие-то взаимопонимания, где вы... Это любовная карта, еще и старший аркан. Очень интересно вход у рыб. По работе. По работе некая усталость, отстраненность. Возможно, что вы заметите, что ваши старые методы не работают, что уже надо какие-то обновления. Также есть желание покинуть работу, то есть она вам надоела, хочется чего-то нового. Вот такая вот старые методы нерабочие, собственно говоря, вся работа такая. Про новое пока говорить рано, если вы в поисках работы, пока ваши методы не работают. Так, сегодня, значит, в общественной жизни, социальная сфера, вестники мечей, ну, знаете, вот критика. Рыба сталкивается, причем с незаслуженной, вестники это всегда не по делу, это как какие-то мелочи обсуждает. По сути, никаких замечаний по сути, это вот мелкие доставалки, также какие-то хлопоты, которые просто вас отвлекают, тянут из вас энергию. Также несерьезные люди, которые могут, ну, просто вам подбрасывать какую-то хлопоты неприятные, может быть. Состояние здоровья, это сама королева кубков рыба, прекрасная карта. Ну, то есть это и вы сама, и женщина-терапевт, и женщина-фитотерапевт. Состояние здоровья хорошее, поддержка, эмоциональное состояние такое ровное, спокойное. Также дает эффект терапия любая, которая связана с водой, либо это принятие каких-то таблеток, отваров, настоев, поддержка поддержка терапевта какого-то, лечащего врача. Так, в личной жизни пятерка жезлов перевернута. Ну, рыба не вступает в какие-то пререкания, скорее отстраняется. Вот так впечатление, что у рыбы много желающих, особенно если вы одинокая рыба, вокруг вас много интересующихся вами фигур. Однако вы почему-то, они вас раздражают. То есть вы уходите на дно, в глубину. Также это в каких-то существующих отношениях, какие-то противоречия, на которые вы просто не хотите тратить. У вас нет желания чего-то там отстаивать, спорить. Отход от ваших каких-то позиций. Восьмерка мечей. Нет, вас все-таки провоцирует. Восьмерка мечей, провокация на... Ну вот вы вынуждены действовать жестко, поскольку ваши интересы действительно задеты. Ходить с этой повязкой, ну, долго вы не сможете, потому что восьмерка уже достаточно накопленное количество мечей, противоречия. То есть и вот взорвется какой-то конфликт. Я бы сказала, что это скорее все-таки социальная сфера,
Вот она, соседи, родственники, которым вам уже хочется что-то высказать. На что вы закрываете глаза. Может даже и личной сферы казаться. Отправить, наконец, надоевшего кавалера, говорится, по назначенному адресу, либо объяснить свою позицию придется. Назревает. Хотя рыба мирная достаточно. Наши овны. Туз мечей перевернутый. Овнам какие-то очень жесткие обстоятельства. Также это такой вот... вам придется собрать всю свою энергию, все свои силы, да, в одном направлении, причем срочно. Отбросить важные какие-то дела. Сейчас посмотрим, к чему относятся. Но это туз мечей перевернут, это ситуация давно зрела. Вот, и сейчас, как говорится, да, гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот уже грянул гром. Сейчас посмотрим, к чему это относится. По работе семерка жезлов, но это ваше, как вам отстаивать свои права. В общем, у вас уйдет на это какое-то количество времени, сил. Отстоите вы все. Если у вас собеседование достаточно сложное будет, где вас будут так шпынять по мелочам, но вы докажете себе. Так, по вашему социуму. Вот она, семерка мечей. Вот они, люди, которые наносят вам удар в спину. Семерка — это ваши соседи, родственники, друзья могут быть. Также люди, с которыми... Все планируемые контакты на этой неделе. Видите, эти люди что-то там за спиной, за вашей планируют, обсуждают, сплетничают. И вот оттуда я так вижу, что это туз мечей связан все-таки с вашими вот такими, как бы друзьями. Ну, это еще могут быть соседи, любой социальный контакт. Но зато хорошее здоровье. Колесо фортуны. Смотрите, интересная карта. Говорит о том, что вы на пике своих возможностей. Хорошая карта для разного рода соревнований спортсменов. Удачно подобранное лечение. Особенно хорошо пройдет операция, любое вмешательство, посещение нужного специалиста. Вам просто повезет. Везение. Также быстрый выход из какой-то плохого самочувствия. Планируйте, если у вас какая-то болезнь, планируйте на этой неделе что-то, потому что вам идет везение. То есть какое-то новое лекарство, новый врач, может быть это ваша какая-то беременность планируемая. Король кубков. Хорошая карта в личном, это любовь, это поддержка, это для женщин это знакомство для одиноких, для неодиноких. Это приятное времяпровождение со своим мужчиной, встреча, любовь, поддержка от него идет. Единственное, что овна сильно напрягают, как бы друзья, да. Так, карта шикарная. Карта десятка кубков под конец. Такое даже пресыщение. Все-таки овен купается во внимании противоположного пола. Наслаждается с прекрасным самочувствием, полный таких побед, отстоял все свои дела. Единственное, что вот эти людишки, какие-то ваш социум, тем не менее вы присытились всем, насладились всем, и под конец недели вы уже так, знаете, отдых от всего. Слишком много впечатлений, под конец вам даже захочется отдохнуть от этого всего. Наши тельцы, а тельцы с этого начинают. Отдых от волнений, все эти эмоции, да, наконец вам надоело за все это переживать, и вы уйдете, ну, такой вот отходняк будет, да, после всех вот этих вот волнений, включений по работе. Вот шикарная карта по работе. Добавление источника дохода, победа над конкурентами, дополнительный доход, кто-то кого-то приведет. Хорошо посетить вечеринку, тусовку, там вас узнает дополнительное количество, может быть.
придет дополнительное количество денежек. Прекрасное собеседование, где вы очень понравитесь. В общем, празднование такое вот прям в триумфа вашего. Новое начинание в социальной жизни, ваше окружение, все всякие чиновники, соседи, родственники, новые знакомства, новые правила, может быть, какие-то, новое неожиданное известие, это может быть начало периода какого-то важного. Старший аркан у нас туз кубков, отличное самочувствие, выздоровление. Одна из карт зачатия, одна из карт вот, обратиться к врачу, то есть не надо бежать оперировать. Ваше излечение возможно, вы быстро выходите, реабилитируетесь после всяких болезней, вот если это существует что-то. Прекрасная карта, особенно для лечения, для начала лечения, для выбора лечения. Вот именно таблетки, какие-то травы, настойки по личной жизни. Какая-то неприятная пятнышко на любимом, да, которое вот оставит вас без иллюзий, что что-то вы вот рассчитывали, этого не получили. Также, если вы одинокий телец, очень прагматично смотрите на партнеров, они вас не впечатляют, у вас не возникает никаких эмоций по этой карте. Вот все очень так практично, практологично, да, никак, грубо говоря, будет. Хотя белая карта очень интересная под конец возникает. Телец уходит в какую-то энергетические ворота. Вообще белая карта, где он сосредоточен на себе, на своей интуиции и, собственно говоря, это программирование вашего будущего. Вот она, белая карта. Вот, кстати, фон очень неплохой, где вы в нужном эмоциональном настрое, таком вот спокойном, радостном, уверенном в себе. И что-то задумал телец. По белой карте прям у него какие-то крупные планы, которым дано совершиться, но это какая-то тайна. Близнецы. О, близнецов прям какая-то любовь, морковь, просвещение, теплые отношения. Хотя карта перевернута, это скорее северное солнце. О, по работе, смотрите, близнецов что-то. Старший аркан. Ну, это оформление, также это повышение статуса, какая-то более высокая должность. Хотя это может быть и более высокая ответственность, обучение, где вы получите какой-то новый диплом, новую специальность, в общем, более высокую квалификацию, контракт новый, успешный для вас. Особенно хороша карта для получения научных степеней. Так, ваш социум, девятка кубков, недовольство, неприязнь, с трудом общаетесь с людьми, они вам неприятны, старайтесь избегать какой-либо близости. Может быть, они лезут к вам. Быть ближе, чем официальные какие-то отношения, какие-то вопросы. Эти люди хотели бы стать вам ближе, но вы их не принимаете. Состояние здоровья двойка жезлов, ну, можно сказать, тихое, спокойное, равновесное, хотя есть какой-то момент, который не сильно вас беспокоит, но он как бы не беспокоит, и пока беспокоить не будет. И карта говорит, что также, если у вас есть какие-то важные, перед вами ставят важные вопросы, там что-то вырывать, и резать, я не знаю, что-то срочно там колоть. Карта говорит, 100 раз подумайте, потому что по двойке жезлов это выбор без выбора. Тут нет смысла какого-то хвататься. Подумайте о третьем варианте, да? Что не стоит спешить с какими-то резкими телодвижениями. А в любовной жизни все, что было, то и будет. Встречи, если вы семейный близнец, это родные встречи, поддержка, такое вот душевное взаимопонимание. Если одинокий близнец, возвраты бывших, с которыми вы так весело посидите, кофе попьете, а может даже и что-то больше. Одна из карт возвращения в таком благоприятном ключе, потому что там несколько карт возвращения. А вот он, рыцарь жезлов,
Ну, такая вот скорее приятная встреча прошлое, как какая-то страсть там была. Вот он, всадник жезлов. Весело он скачет, пыль глаза он пускает, и искры из глаз. Все очень интересно, все очень весело. Ну, что там дальше? Ну, такая вот любовная любовь и, можно сказать, богодушный такой. Ну, судя вообще по солнцу, это как особенно хорошая карта для семейных пар, которые поссорились. Это помиритесь, полюбитесь. Эмоционально очень такая уравновесная, спокойная, счастливая, полная радостных эмоций карта по вашему нашему раку. Король мечей. Так, человек, тиран, очень жестко критикующий, человек, который навязывает свое мнение вам. Может, это какая-то проверка также со стороны органов на работе, какие-то вот. Ну что, раку светит хороший куш. Этот куш касается вашей деятельности. Это ваших рук дело, устройство на денежную работу, крупный контракт, если вы сами бизнесмен. Удачно продать, удачно купить. Причем это большая сумма денег. Возможно, что вы не один день к этому шли. Особенно хорошая карта для недвижимости разного рода. Созидательные контакты, которые в дальнейшем будут развиваться. Новые друзья, новое общество, с которым вы в основном решаете какие-то материальные дела, у вас обмен информацией, развитие отношений как единомышленников, хорошее сотрудничество, если это юристы всякого рода, программисты. Так, состояние здоровья, вестник мечей. Могут быть кратковременные какие-то раздражения. Но это не серьезная какая-то болезнь, скорее это что-то, то, что от ветра у нас происходит, да. Вестник. Там покололо, там продуло. Все это приходящее, коротко, да. Какие-то мелкие травмы, может быть, от металла. В личной жизни интересно, прям рак не похож сам на себя на этой неделе, хотя нет, рачительный, да, денежку утянул, дом побольше, с окружающими создают материальную какую-то картину в будущем. Так, лично это быстро что-то развивается, причем колесница несется что-то куда-то с бешеной скоростью. Скорее можно говорить о начале каких-то быстро развивающихся отношений для одиноких раков. Для остальных это какая-то всплеск страсти, хотя эти страсти могут быть, ну как бы, да, и ссоры. Колесница, она у нас уже очень быстрая, неуправляемая слегка, хотя карта прямая. То есть быстрое решение, быстрый выход из ситуации, который заставит, ну, вас так потревожиться. Так, как еще одна карта возврата из прошлого, встреча из прошлого, общение с человеком из прошлого. Ну, оно приятное. Может, это и есть для одиноких, это быстро развивающиеся отношения с человеком из прошлого. Для семейных это также, ну, из прошлого могут быть и друзья какие-то появиться. Тут скорее семья, встреча с какими-то родственниками также может быть. Также такая очень душевная карта. По королю мечей это скорее от вас требуется все-таки соблюдение, указывает на состояние здоровья, от вас требуется соблюдение каких-то правил, может диеты, ограничения, да, что-то вовремя проверять там какие-то показатели. Вот из этого выпадают вот эти мечи, потому что все остальное очень тихо и спокойно. И наши левушки, рыжие головушки. Левушки что-то запечалились. Почему? Потому, да, левушки привыкли, как это, их не обожают, им кажется, что вот все так как-то приходят к мысли, что вас не оценили, и вот такие все неплохие, нехорошие. Вы такой прекрасный лев, с которым надо носиться, любиться. Ой,
а вот нет. Смотри. Ой. Нет. Забиделся лев. Однако по работе вышел, может быть, из какого-то оцепенения, какой-то ситуации, которая льва тормозил, разочаровал, прямо эмоционально опускал руки, но сейчас он еще раз, еще много-много раз прилив все-таки, да, какой-то энергии, сил, особенно это люди творческого склада. Подошли по-новому к работе, подошли на новой работе, начало новой работы, хорошее собеседование, новые контакты для бизнесменов. Ага, вот он социум. Ваш не оценили, ваши родственники не оценили ваше окружение. Вот оно. Любовники перевернутые. Да, тому ли я дала. Значит, не с тем, вы понимаете, что вы сделали неправильный выбор. Этот человек вас подвел. Вот такие вот открытия. А вы думали, что он, этот человек, ты меня уважаешь, а он не уважает. Ну, ты посмотри на него. Девятка жезлов, состояние здоровья. Здоровье активно борется. Иммунитет на стреме. Возможно, что произошло какое-то там легкое заражение. Да? Вы можете почувствовать, как вас слегка колбасит. Что-то может и морозить, и температурка. Однако это так и останется. Организм просто сопротивляется жестко, может какие-то выкручивать суставы. По сути, хорошо борется организм, представляется преграды какому-то внедрению, может быть, какого-то вируса или выздоровления, то есть активно борется за здоровье. Туз кубков. Зато в любви повезло у львов. Наслаждение любовью. Возможно, предложение, брак, начало нового романа, в котором будет очень много эмоций, близости, духовной и недуховной, всякой разной, источник вдохновения. И конец недели, у льва столько всего, что аж захочется куда-то самоустраниться, углубиться и предаться грусти и воспоминаниям. Да, вот такой вот у нас интересный лев. Сплошные кубки, сплошная любовь, морковь, горень-то и СМИ, жизни, слезы, любовь. Новое начинание на работе. Очень такой вот волна эмоционального подъема, на которой у вас, по сути, так все ладится. Единственное, что вы злоупотребили вашим доверием. Ну, вот так вот. С вами была ведьма Аграфена. Это был мой прогноз с 6 по 12 июня. Все мои контакты для обращения за платными услугами. Есть платная подписка, может, на месяц, от которой можно отказаться в любое время, если что-то вам надоест. Это есть поддержка моего канала. С ответами на вопросы ваши можете изучить это. Все мои контакты под этим видео. Соцсети, WhatsApp, Viber и так далее. До свидания.